канала Дело мастера боится. Сегодня мы с вами будем менять тормозные колодки заднего колеса на автомобиле ЗАЗ-1103, попросту Славута. Автомобиль инжекторный, колодки не менялись уже 100 тысяч километров, поэтому я решил туда заглянуть и что же там получится, посмотрим. Нам для этого понадобятся новые колодки тормозные, которые куплены на автобазаре, накладки черного цвета. Родные были коричневые, говорят, что не были хуже. Черные лучше, мягче. Понадобится донкрат для поднятия автомобиля, набор головок и ключей и пенечек, на который мы будем вывешивать автомобиль, чтобы он не упал. Для начала под передние и задние колеса устанавливаем кирпичи, для того, чтобы он не покатился. И стояночный тормоз поднимаем до упора. Затем поддонкрачиваем автомобиль. Для того, чтобы вывесить заднее левое колесо выше уровня земли. Перед тем, как колесо оторвется от земли, необходимо снять защитный колпак, отстегнув резиновые накладки на гайках в количестве 3 штук. И необходимо сорвать нам гайки крепления колеса, потому что в подвешенном состоянии они могут не открутиться. После того, как мы ослабили крепление гаек, проводится поднятие автомобиля окончательно от земли. Подкладываем пенек для защиты от проваливания автомобиля с домкрата. Что он пикает? Закончилось у тебя же пау? Это все мой пикнул. Откручиваем гайки крепления заднего левого колеса. Снимаем колесо со шпилек. И перед нами тормозной барабан мы видим. Для того, чтобы его снять, необходимо снять в первую очередь защитный колпак. Для этого по периметру колпака его поддевают острым предметом. В моем случае это монтировка, которая шла с автомобилем. Видно, что он еще ни разу не разбирался. Идет туго. Потихонечку, плавными движениями снимаем его с тормозного барабана. Под ним расположена гайка, которая крепит наше колесо к самой ступице. Чтобы ее снять, здесь есть с двух сторон расшплинтовка. Необходимо взять острый предмет, молоточек, и расшплинтовать. Для расшплинтовывания гайки я использую мечи, которые используются для сверления отверстий. С двух сторон проводим расшплинтовывание гайки. На полное выравнивание. После этого с помощью разводного ключа, если нет головки на 28, проводим ее откручивание. Как видно, она была закручена неплотно. Это делается для того, чтобы колесо свободно вращалось. После этого
Понимаешь? Снимаем тормозной барабан с оси с подшипником. Наш подшипник остается в тормозном барабане с двух сторон. И откладываем в сторону. Вот мы видим тормозные колодки. Старые, они уже стертые. По сравнению с новыми колодками толщина намного уменьшилась. Потеков тормозной жидкости нет, значит тормозной цилиндр работает исправно. Никаких проблем в этом плане нет. Осматриваем тормозной барабан с внутренней стороны. Выработка составляет полмиллиметра. Это допустимо. Так что менять его не будем. Дальше нам необходимо снять старые тормозные колодки. Для этого используем плоскогубцы. Плоскогубцами отводим пружину, разжимаем, которая стягивает тормозные колодки. Затем с помощью отвертки большой и мощной отгибаем крепящее крепление тормозной колодки. И здесь нужно снять еще с нижней стороны пружину крепления колодки. Нижняя немножечко меньше, чем верхняя, поэтому отлаживаем ее в сторону. И теперь снимаем саму тормозную колодку. Вот она снята. Так само отводим вторую колодку и снимаем ее со своего места вместе с рычагом тормозным. Теперь необходимо это открутить и поставить на новую тормозную колодку в том положении, в каком она была. Откручиваем, берем ключ и откручиваем эту гайку. В течение откручивания гайки с болтом можно принять смазку ВД-40, которой смазываем резьбу. После этого берем два рожковых ключа на 12 и на 14 и откручиваем эту гайку с болтом. Немножко раскиснет и пойдет легче. Переносим рычаг на новую колодку. Здесь гайка тоже на резьбе. Так, слаживаем. Берем новую колодку и прикручиваем ее с нижней стороны. Она туго, здесь либо нет, она туго закручена. И затягиваем в пол силы, чтобы была возможность ее перемещению свободному влево-вправо. Все, вот она закрепленная. Рычаг стоит на месте. Теперь необходимо почистить от грязи весь механизм тормозной, чтобы было меньше абразивных частичек и меньше изнашивался наш тормозной механизм. В частности, тормозные накладки, потому что они от абразива стираются. Затем заводим тормозной рычаг в тягу ручного тормоза и возвращаем колодку под прижимную скобу. Отводим ее мощной отверткой. И заводим на место
тормозную колодку. Здесь она очень туго заходит. Скоба мощная. Вот она стала на свое место. Должна зайти своим хвостиком в тормозной цилиндр. То же самое делаем со второй тормозной колодкой. Они полностью одинаковые. Нижний край колодки должен попасть в паз, и верхний заходит в паз главного тормозного цилиндра. То же самое делаем со второй тормозной колодкой. Отодвигаем мощной отверткой скобу и заводим под нее колодку. Это можно сделать и пальцами, если пальцы сильные, но при этом стараться не пораниться. Главное поддеть скобу тормозной колодкой, и потом будет легче. Вот она начала заходить. Дошла на свое место. Теперь необходимо установить на прежнее место распорную планку. Как она стояла у нас изначально. Так. И стягиваем пружинами. Вот механизм собран. Теперь ставим тормозной барабан на свое место. В тормозной барабан вставляется подшипник, который обильно смазывается литолом. Посадочное место и сам подшипник. И ставится на свое место. Он зашел. Сверху прижимается шайбой с выступом и закручивается зажимной гайкой. Здесь важно не перетянуть гайку, чтобы колесо свободно вращалось, чтобы был небольшой люфт. Затягиваем до упора и полоборота назад. Сейчас вот оно уже почти не вращается. Немножечко полоборота назад. И зашплинтовываем зубильцем. Берем молоток и зубило обычные. И на канавках короткими ударами зашплинтовываем гайку. Стукиваниями молотком по периметру колпак заходит в свое гнездо. После этого, как мы установили колесо, наживляем гайки, затягиваем не до конца. И проверяем колесо. Крутится свободно при нажатии на тормоз.
останавливается. Значит, тормоза работают хорошо. Вы посмотрели видео о том, как меняются колодки задних колес на автомобиле ЗАЗ-1103 Славута. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Будьте с нами. До свидания.